Всем привет! В этом видео с громким названием хочу поделиться своими рассуждениями по выбору байка. Байка для повседневного катания. Постараюсь привести аргументы и доводы в пользу своего выбора, а также надеюсь на создание благоприятной почвы в комментариях для выяснения народного мнения. На фоне будет моя прогулочная поездка в лесопарк Красный Кут. Прошлое воскресенье. Итак, приступим. Для себя я выделяю несколько первостепенных параметров в выборе велосипеда. Первый из них – стоимость велосипеда. И надо отметить, показатель этот косвенный. Помимо определенной суммы из бюджета, которую вы отдаете за новенький либо БУ велосипед, необходимо сразу задуматься о вероятности угона этого велосипеда. Не секрет, что для велосипедного вора не станет особой проблемой ни велозамок на тросе, который встречается у большинства велосипедистов, ни даже амбарный замок. Величина потери для каждого отдельно взятого веловладельца будет разной, но вот вероятность кражи, на мой взгляд, будет выше у дорогого велосипеда. Отсюда можно сделать вывод, что повседневная эксплуатация дорогого велосипеда будет менее комфортной. Под повседневной эксплуатацией я подразумеваю возможность припарковать байк в общественном месте и отлучиться, оставить его ночевать на лестничной площадке, выехать на нем по неровной либо грязной дороге, прислонить к чему-либо, либо бросить на землю. Отсутствие таких возможностей сильно снижает комфорт в использовании лично для меня. Самым дорогим велосипедом будет шоссейник, а также его разновидности, включая грэвел. На сегодняшний момент купить что-либо стоящее на БУ рынке можно только начиная от 30 тысяч рублей. Новый будет стоить еще дороже. Нормальный МТБ же будет начинаться от 10 тысяч рублей за поддержанное средство передвижения и уже с алюминиевой рамой. Велосипеды с одной передачей и BMX можно купить и до 10 тысяч рублей, но они мне не подойдут по следующей причине. Итак, причина номер 2 – скорость. И тут все козыри на рогах у шоссейного байка. Что езда по ровной дороге, что подъем в гору, что спуск – все это шоссейный велосипед позволяет делать быстрее и с меньшими усилиями для велосипедиста. Но есть одно очень жирное но. Если дорожное покрытие – ровный асфальт. Перепрыгивание с бордюра на бордюр, езда по пересеченной местности и бездорожью делает использование шоссейного байка уже далеко не таким комфортным, в некоторых случаях даже невозможным. Горный велосипед уступает шоссейному в скорости по шоссе, но быстрее на других покрытиях. Грэвел байк является золотой серединой между шоссером и МТБ и позволяет держать комфортную скорость как на шоссе, так и на грунтовой дороге. Велосипеды с одной передачей и BMX значительно отстают по скорости от предыдущих трех. Вообще BMX узкоспециализирован и мне не интересен. Велосипед типа Урал не подойдет для дальних поездок, а FX вообще не имеет тормозов, что сразу исключает их в выборе. Поэтому перейдем дальше, и пункт номер 3 – проходимость. Здесь королем является говорный велосипед. Широкие покрышки, дисковые тормоза, амортизаторы, прямой широкий руль и маленькое передаточное число позволяют ехать ему там, где другие не могут. Но хороший горный велосипед будет стоить хороших денег. И на велосипеде за условные 10-15 тысяч рублей хороший амортизатор увидеть невозможно. Грэвел также будет находиться между МТБ и шоссером, ну а последний вообще мало пригоден для отличных от асфальта дорог. Пункт номер 4. Спрос. Тут все просто. Согласно закону спроса, между ценой и величиной спроса обратная зависимость. То есть продать заведомо дорогие шоссер и грэвел на БУ рынке будет сложнее, чем дешевый МТБ. Пункт номер 5. Размер. И тут, пожалуй, паритет. Ни один из предыдущих трех велосипедов не может складываться, поэтому хранить их на балконе будет одинаково неудобно. И последним пунктом будет вес. Вес отношения имеет и к скорости, и к удобству перемещения. Самый легкий шоссер, самый тяжелый МТБ. Грэвел снова посередине. Мои пункты подошли к концу, поэтому предлагаю перейти к итогам. Пройдя по всем предыдущим пунктам, я для себя делаю вывод, что лично для меня самым комфортным велосипедом будет МТБ. Как бы мне не хотелось быстро ехать по асфальтированным дорогам, я прекрасно понимаю, что не хочу ограничиваться одной лишь трассой. Более того, посмотрев несколько видео о гонках между МТБ и шоссерами, сделал вывод, что разница в времени прохождения участка составляет около 10-15%. Учитывая то, что у меня нет в планах гонок или велопутешествий на большие расстояния,
Реальная выгода в поездке на 60 километрах для меня составит примерно полчаса по асфальту. Это не стоит той переплаты за велосипед, на мой взгляд. Да и потерять дорогой шоссер или гревел в случае кражи будет куда обиднее. И я даже совсем не затронул тему обслуживания. К сожалению, я пока еще не подобрал сумку для квадрокоптера, с которой можно было бы без проблем ездить на велосипеде, поэтому пейзажей с дрона в этом видео не будет. Хотелось бы отметить, как сильно размыла реку Кубань в этом году. В прошлом году берег был шире метров на 15. Катание по берегу, в общем-то, и было целью этой велопрогулки на самом деле. В общем, пишите в комментариях, какой вы для себя выбираете велосипед, почему. Будет очень интересно узнать ваше мнение. Возможно, я даже изменю свой выбор благодаря вашим аргументам. А на этом моменте я открыл для себя дорогу, которую в предыдущую поездку не заметил. Сейчас будет несколько минут катания по этой самой дороге, пока у меня внезапно не кончится место на карте памяти. Всем спасибо за просмотр, не забудьте оставить комментарий под видео. Всем пока!